Друзья, всем привет! 20 дней назад мы вот эту красоточку отсоединили от материнского растения. И вот сегодня я хочу вместе с вами сделать ее обзор, посмотреть, как она себя чувствует, как чувствует ее мамаша. И, друзья, вместе с вами отсоединить еще две малявочки от другой материнской орхидеи. Так, друзья, ну вот, наша с вами детка. Это, друзья, орхидея Монтерей, бабочка, да, которую мы вместе с вами 20 дней назад, а если быть точнее, 6 октября, мы ее срезали от вот того материнского растения. И когда мы ее отделяли с цветоноса, те, кто смотрел это видео, а кто не смотрел, может посмотреть в плейлисте, который так и называется «Орхидея Монтерей». Там собраны все видео про вот этих вот красоток, как мы отделяем, как пересаживаем, как ухаживаем, и все-все-все, там можно подробно посмотреть. И вот когда отделяли эту деточку, у нее был цветонос, вот прям касался вот этого листика. Мы потом позже делали еще обзор промежуточный. Ну вот сегодня по прошествии, можно так сказать, 20 дней на зависть, скажем, пессимистам, которые говорили, что после отделения эта деточка затормозит вот этот цветонос, вот он, вот, и цветонос будет долго думать. Но мы, предвидя такую подобную ситуацию, мы эту орхидею перед пересадкой обработали энерджайзером, вот этим вот средством. Я уже не раз его показывал. Это нашатырный спирт, смешанный с янтарной кислотой. Добавляем в воду соответствующие пропорции. Все пропорции и компоненты в жидком виде янтарная кислота, в таблетках, в сухом, в порошке. Какой нашатырный спирт, какой процентовки. У нас есть плейлист, который называется «Энергетический тоник для орхидей Energizer». В разделе плейлистов там все подробно в самом первом видео рассказывается, как готовить этот сукцинат аммония, называется это средство, или аммонийная соль янтарной кислоты. И второе видео, как на каких орхидеях применять. Поэтому заходите, не ленитесь. Вот, в раздел плейлистов, ну, я еще ссылочку оставлю в верхнем правом углу, можно будет пройти по этой ссылочке, посмотреть. Там собраны все видео. В общем, мы обработали эту орхидеечку энерджайзером. Ну и сами видите, вот за 20 дней орхидея наращивает цветонос, сами видите, и растит корни. Ну, верхние корни, с учетом, что это все воздушные корни, верхние у нас корешки покрылись ризоидами. Видите, они появляются в двух случаях, ризоиды. Либо не хватает влаги, либо наоборот чрезмерная влага. Вот по какой причине именно у нас появились вот эти ризоиды, я думаю, вы можете сами ответить, с учетом того, что нижняя часть этого горшка постоянно увлажнена, что орхидеи дает вот такой вот толчок в росте. Вот. Ну, на результат вы сами видите. Вроде бы орхидея чувствует себя неплохо, тем более, что кончики орхидей после пересадки уже вот за это время наросли на пару сантиметров. Это вот, друзья, значит, деточка. Так, а наше с вами материнское растение, вот она, вот такая вот красотка. У нее проклюнулся листик. Видите, из точки роста растет листик. На цветоносе у нее непонятно, здесь, видите, в экран тычу. Думал, что вот здесь тычу, а сам в экран тычу, показываю вам, видите? Вот, видите, вот здесь вот почка проснулась, и непонятно, что растет, но мы посмотрим. Что еще интересного у этой орхидеи? То, что, значит, она у нас посажена в
кокосовые чипсы с самой обычной корой. Здесь брусок коры положил, друзья. Это он никакого сакрального, значит, значения не имеет. Это, друзья, брусок. Те, кто смотрел пересадку прошлую этой орхидеи, те помнят, что орхидея из-за малого количества корней, отходящих в разные стороны, у нее только один там корешок был, да, вот, орхидея неустойчива была в этом горшке, как-то немножко на бок заваливалась, поэтому я поставил вот этот брусок с этой стороны, и она как бы в распор облокачивается на этот брусок. Это до момента, пока орхидея не нарастит новых своих корней и не закрепится внутри горшка. Ну, пока вот картина, друзья, вот такая вот можем наблюдать, да, тоже грунт еще влажный, и орхидея себя чувствует тоже вроде бы, ну, как бы, да не вроде бы, а замечательно себя чувствует. Это тоже, значит, орхидея Монтерей бабочка, материнское растение. То есть это мамаша вот этой вот детки. И сегодня я уже в прошлых видео показывал, рассказывал, что в одном из следующих видео нам предстоит, друзья, отделение от такой же материнской, но только не бабочки, а пилора, орхидеи, двух деток. Вот одна детка у нас, значит, с этой стороны, видите, вот такая вот, на цветоносе. Пилор, друзья, это тоже Монтерей. А пилор, он в виде не раскрывшегося тюльпанчика. И у него, видите, один корень уже сюда уходит в грунт, второй корень куда-то там между листьев. И высока вероятность, что буквально пока я буду тянуть резину, эти детки выпустят корни в грунт, куда-то запустят, и потом будет осложниться возможность их отсоединения. Это один момент. И второй момент, друзья, у второй детки здесь корни, как и в прошлой нашей вот этой вот, у этой красотки, слишком длинные, мы там затянули резину, слишком долго ждали, и корни слишком длинные выросли, пришлось там один удалять нам даже, да, и закручивать по спирали, чтобы она поместилась вот в этот горшок. Вот примерно такая же ситуация уже нарисовывается и вот с этой деткой. Корни, смотрите, какие вымахали. Я обычно говорю, что нужно, чтобы было 3-5 корешков по 5-7 сантиметров, а здесь у нас уже корень 12 сантиметров, да, 12 сантиметров один корень, 14 сантиметров второй корень, вот этот вот, два корня, ну и еще и верхний у нас 4,5 и 9, 13 тоже сантиметров. То есть орхидея переросла свои корни, все мыслимые горшки. И я так полагаю, что ее тоже нужно будет, вот эту детку, которая тоже выпустила, видите, цветонос. Вот, цветонос. Сажать, ну, как минимум, вот этот, вот в это кашпо, который глубиной у нас как раз-таки сколько? 14 сантиметров. Но в любом случае мы еще эту деточку с вами корешки немножко тоже в спиралькой закрутим, отмочим их и закрутим. И вот эту орхидею тоже уже пора пересаживать. У нее вот этот корень по длине уже сколько? Тоже, кстати, смотрите, цветонос. Вот он, цветонос. И вот этот корень у нее уже 11 сантиметров. Ну да, 11 сантиметров. То есть ее тоже нужно будет куда-то пересаживать. Но я так полагаю, что, возможно, вот в этот вот стакан, который глубиной как раз вот 11. Но мы этот корешок ей, думаю, как минимум подогнем. Вот. Ну, в худшем случае, вот здесь вот на месте сочленения мы этот один корень мы обрежем. Тем более, что он сейчас не растет, а он закуклился. А зато другие корни. Вот этот растет, вот этот корень растет. Плюс еще вон они у нее два корешка. Но это мы только увидим, когда отсоединим эту орхидею. Вот, собственно говоря, вот такая, друзья, картина. Вот такой вот обзор. И, соответственно, нам предстоит вот прям буквально сейчас отсоединить вот эту вот деточку, как минимум, для того, чтобы ее
поместить уже в горшок и в следующем видео отсадить. Так, ну что, давайте отсоединять ее. Вот, собственно, ради этого я и снимаю это видео, потому что тянуть уже возможности нету. Вот, так, срезаем ее с цветоноса. Срезаю я ее, так, ну где-то, наверное, сантиметра 2 беру от места того, где она выросла, растет, и отсекаем цветонос. Опа, резко. Вот так вот. Это у нас вот, убираем в сторону мамашу. Так, что мы видим, друзья? Ну, тут у нас два момента. Я уже как-то рассказывал в видео. Вот. Можно оставить ее на этом цветоносе. Можно срезать ее аккуратно с этого цветоноса. Вот. Но я думаю, что, наверное, мы ее отсюда срежем, да? Вот. Хотя можем оставить ее и с этим цветоносом пересадить. По примеру, как, например, вот у нас есть орхидея легато. Вот. И эта легато у нас как раз-таки на цветоносе. Давно уже она его отсушила, цветонос, хотя еще там кусочек зеленого, уже, наверное, больше года он у нас растет. Это легато трилипс. Вот. Значит, вот он прекрасно еще цвел. Вот цветонос. Вот, ее собственный, а это цветонос, на котором она росла. Это орхидея нарастила уже свои корни. Мы, в общем, можем не отсоединять. Вот. А чтобы не отсоединять, нам нужно, ну, как минимум, значит, вот этот срез обработать. Я его сейчас обработаю корицей. Вот, есть у меня корица. Так, ну, для начала я эту орхидеечку сперва что сделаю? Эту орхидейку, друзья, я сейчас сперва, значит, взбодрю все тем же нашим энерджайзером. Вот. Возьму корни орхидеи, помещу вот сюда. То есть они вот хорошо сюда заходят. И теперь возьму, у меня вот уже приготовленный раствор. Я его где-то за час до съемок видео уже приготовил. И эту орхидеечку я попрыскаю. Прямо вместе с цветоносом. Напрыскаю на корни. Это будет такой своеобразный антистресс орхидеи. Вот. Мы ее все-таки отделили. Перерезали ей пуповину. Вот. И вот сейчас мы ее набрызгаем ее. Вот так. Полностью. Вот. А срез тот, мы его... Я его сейчас промокну ватным диском. Вот так вот. Ватным диском промокну. И, как вы видите, у меня уже приготовлена корица. Вот, настоящая корица. Я корицей. Так. Так вот, раз. Срез этой корицей. Прямо вот туда. Хорошо, хорошо. Все. С другой стороны смысла нет, потому что с другой стороны здесь подсохнуто. Все, друзья, эту орхидею оставляю. Оставляю пока что вот в этом кашпо. Денечек она у нас сейчас подсохнет. Вот. Еще побрызгаю на корни. Вот. И, значит, в одном из следующих видео мы с вами ее пересадим. Эту орхидеечку. Вот. А перед пересадкой мы проведем еще определенные процедуры. За, наверное, часа, наверное, за два до посадки этой орхидеи я налью в другой кашпо воды. Вот так вот. Вот. И прямо пущу с корнями ее орхидеи вот до сюда, чтобы основание в воду не попадало, срез не попадал в воду. Но чтобы часа два корешки постояли в воде.
для того, чтобы они стали эластичными. Потому что будем сажать орхидеечку, немножко будем корешки эти спиралькой подкручивать. Ну, а пока эта орхидея пускай у нас стоит. Так, что касается второй орхидеи, да? Вторую орхидею мы тоже сейчас с вами отсоединим. Вот, отсоединим. И тоже поставим ее сейчас, обрызгаем энерджайзером. Посмотрим, будем мы ее срезать или нет в дальнейшем перед пересадкой. Но на данном этапе мы ее сейчас просто отсоединим от цветоноса. Срезал я ее. А теперь нам ее нужно... Проблема, друзья, проблема. Возникла у нас проблема. Орхидея как раз таки, вот она. Об этом я и говорил, что за это время она запустила корни. Вот, ну, придется вытаскивать. Ну, да. Вот это, как у нас в поговорке, Хьюстон, у нас проблемы. Хьюстон, у нас проблемы. Да, я почему-то думал, что она не так глубоко залезла сюда. Она, друзья, залезла. Вот. Надо ее немножко подраскопать. Я сейчас, видите, вытаскиваю. Вон она аж где. О. Сейчас покажу. Вон, видите? О. Так. Угу. Так, будешь доставаться. Ну, друзья, у нее, если при самом худшем развитии событий, вот, у нее достаточно корней. Вот, но хотелось бы, чтобы этот корень у нее сохранился. Как я думаю, смотрите, как глубоко он зашел. Надо же. Да, просто не хотелось бы. Пошел. Ого! Вот это глиста! Ничего себе! Слушайте, ну я бы так сказал, даже очень даже безболезненно достали. Вот это переросток, вот это неожиданно, вот это я в шоке. Слушайте, какой длинный корень. Вот это да. Так, ну мы ее срочно... Я ее хотел вот в такой вот поместить, но понимаю, что в таком ей будет тесно. Смотрите, она его давно переросла. Нам придется тоже вот в такой вот помещать орхидею, в такое же кашпо. И тоже замачивать ей корень, друзья. Так, ну что... придется мне ее тоже пшикать. И, по всей вероятности, придется мне и отдельно кашпо предоставлять. Потому что это кашпо занято другой орхидеей. Так, ну вот это вот. И тоже мы ее сейчас всю опрыскаем антистрессом. Вот, антистрессом, энерджайзером, он все в одном. Вот. Кстати, одну из этих пилоричных орхидеек, вот одну из этих двух, мы тоже разыграем. У этой орхидеи было их 3. Одну мы уже разыграли, пилор Монтерей. Вот. И вот осталось 2. Одну я себе оставлю, а одну мы разыграем на нашем канале в очередном ежемесячном розыгрыше в одну из последних суббот месяца. Вот. Ну, как в одну из. Ну, месяцев много, а суббот одна у каждого месяца. Вот каждую последнюю субботу мы разыгрываем орхидеи на нашем канале. Среди подписчиков, зрителей нашего канала, среди участников группы Орхомания. Так, здесь тоже мы срез с вами сейчас корицей обработаем. Вот. Сейчас я его насухо протру. Вот так вот. Конечно, вот знаете, некоторые говорят иногда, что нежелательно таким малышам
давать цвести, потому что цветение забирает силы. Вот. Но если орхидея себя внешне нормально чувствует, а вам очень хочется посмотреть, как она цветет, то, я думаю, запрещать не надо. Вот если орхидея болезненно выглядит, плохо развивается, тогда да, цветонос можно без сожаления срезать. Но когда мы видим с вами вот такую роскошную картину, как вот у этой орхидеи, как у второй орхидеи, да, смотрите, какая прелесть, то я не вижу смысла насильно прекращать цветение. Все, друзья, постоят они у нас денек-другой. Вот, и уже в одном из следующих видео мы с вами их пересадим. Вот такие вот красотки. Всем, друзья, хорошего настроения. Всем добра, здоровья и до встречи в следующем видео. Всем пока.